Холодный свет падал из одного окна, тянув длинные тени по полу. Генерал Элиза Кейн лежала на холодных каменных плитах. Ее руки туго стянули веревки. Каждое движение причиняло боль. Вокруг стояли враги с жестокими лицами, глаза их горели злобой. Один высокий и широкий, ухмыльнувшись, ударил ее сапогом в бок. Она не издавала ни звука, лишь сжала зубы. Другой сорвал с ее кителя погоны и бросил под ноги. Воздух был густым от пота, дыма и унижения. Враги смеялись, уверенные в своей победе, но в ее глазах не было страха. Там горел огонь, скрытая ярость, обещание, что возмездие придет. Каждая секунда пытки лишь усиливала ее внутреннюю силу. Внезапно по коридорам прокатился гулкий треск. Сначала слабый, как далекий гром, но вскоре становился все ближе и сильнее. Смех врагов оборвался, лица побледнели. Пол задрожал, стены затряслись, и массивные двери с грохотом разлетелись. В зал ворвались десятки солдат в броне, шаги их были ровным, глухим ритмом, глаза холодны, оружие блестело в свете факелов. Командир поднял голос, крик сотряс воздух, словно удар молнии. Враги попятились, не веря своим глазам. Армия выстроилась в плотное кольцо вокруг зала. Каждый солдат готов был сразиться за честь лидера. В центре, на холодных плитах, лежала связанная Элиза. Но теперь ее глаза сияли иначе, уверенно, как глаза человека, чья сила умножена сотнями верных союзников. Враги поняли, все их минуты власти закончились. Комната, еще недавно наполненная смехом и издевками, теперь дрожала от железного шага армии. Их гордость была обречена, а Элиза Кейн оставалась непобежденной, даже связанной, даже униженной. Ее сила ощущалась как надвигающаяся буря.